Это обзор мода Тачреборос на версии 1.18.2. Данный мод добавляет квантовую броню, различные инструменты, а также новые механизмы. Если вас заинтересовал этот мод, то приятно тем, кто пьет, и приятного просмотра. Первое — это руды. Руд здесь достаточно много. Они появляются, в обычном камне или уже в глубинном сланце, а также они есть в эндермире и в аду. В основном они нужны что-то для пыли, совмещения слитков или кто-то для брони, например, рубиновая пыль и какая-нибудь другая. Они по сути своей все необходимы, разве что лишние только две. Далее идет у нас выработка энергии. Способов выработки энергии достаточно много, так что каждый может поставить себе на свой вкус и цвет. Но прежде чем вырабатывать энергию, вам нужно найти дерево каучук. Вы не смотрите, что у меня здесь текстуры нет, она есть текстура, вон сверху видите. Данное каучуковое дерево поможет нам сделать резину. Резины нужны для проводов, а проводов здесь несколько количества. Золотой, высокое напряжение и медный провод. Они нам все нужны. Они делаются из резины, а резина это каучук. Каучук надо переплавить. Но есть два способа добыть эти каучуки. Это емкость для каучука, которая делается вот так вот. Или же вручную сделать краник. Краник делается вот таким образом. Вы берете краник. Видите вот такие вот кляксы. Вы просто берете, кликаете правой мыши по этому именно блоку. И вам выпадает каучук. Каучук всегда выпадает один. Потом, когда вы нафармили количество, вы можете поставить несколько таких деревьев. Потом емкость для каучука и спокойно вот высасывайте эти каучуки. Теперь же все-таки вернемся к генераторам. У нас самый первый это твердотопливный генератор. Ставите сюда уголь, запитывается энергией и все. Сначала у вас будет просто обычный медный провод, потом можете золотой, а потом уже будет высокое напряжение. Это именно из слитка очищенного железа. Очищенное железо делается из плавления обычного железного слитка. Далее можете сделать ветрогенератор, просто крафтится вот так вот. Вы ставите неважно куда, и вот так вот оно крутится. Зайти в него нельзя, так что вот так вот. Далее есть еще один генератор, это водяная мельница. В нее также зайти нельзя, и просто ставите воду, она вот так вот запитывается. Все. Всего 1 КЕ, это очень мало на самом деле. Но и крафтится оно крайне легко. Также идет следующий генератор, это теплогенератор. Он немножко посложнее и делается он вот таким вот образом. Чтобы смотреть крафты, поскольку этот мод по фабрике, Justinoid здесь не используется. Поэтому я скину в ссылке в описании данный мод, и вы его установите именно на фабрике. Название я не помню. Так вот, крафтите его, вот так вот оно все делается. Потом вы просто в него заходите, берете лаву и вот сюда вот ставите. Все, он заполнился, и вот так вот несколько раз вы делаете. Делается энергия, всего 1 миллион можно сделать. И вот такая вот анимация. Далее есть откачивать энергию из яйца дракона. Все очень просто, крафтите. Правда, делается оно сложно, поэтому лучше не в самом начале его делать. Потому что данные вещи делаются крайне сложно. Но суть его заключается легко. Ставьте сюда яйцо дракона, оно запитывается. Все. Теперь полужидкостный генератор. Он также, вообще эти все генераторы, они используются на жидкостях, кроме вот этого. Полужидкостный используют, например, нефть или какие-нибудь другие жидкости. Их есть несколько. Например, нефть, также другая какая-то жидкость, а именно капсула с натрием, например. То есть вот здесь есть всего 4 жидкости, вы их заполняете вот так вот, например. Она заполнилась и делается моментальная энергия. Тут также 1 миллион. И вот такая вот анимация. Далее идет плазменный генератор. Плазменный генератор делается только с капсулы с гелиевой плазмой. То есть, опять же, ставите сюда, оно заполняется и все. Здесь теперь 500 миллионов, и вырабатывается намного быстрее, чем это. Но и делается он тоже крайне просто, потому что вот это все дорого стоит. А также, чтобы добыть данную гелиевую плазму, вам нужно будет использовать термоядерный реактор, поставить сюда капсулу с D3 и с гелий-3 и получите вот эту плазму. Ну и последний это дизельный генератор. Как ни странно, он использует дизель. Опять же, ставите сюда и заполняется энергия. Все. Далее идут солнечные панели. Пожалуй, это самый лучший способ вырабатывания энергии. Есть базовая, продвинутая, промышленная и совершенная. А также квантовая. Квантовая вырабатывает 500, а если быть точнее, 512 Е в тик. Хранит она всего миллион Е. Делается она, в принципе, если так посмотреть, в дальнейшем она будет легко делаться. Но вот это, конечно, будет дороговато. А так она, в принципе, легко делается. Потому что данная материя делается не так уж сложно. Потом пойдем в ту комнату, я вам расскажу. Совершенно вырабатывает 48 етик. Это 23, 12 и 3. Их нет смысла делать, так как вот у вас есть вот эта панель. С источником выработки энергии покончено. Теперь идем вот в эту комнату. Данная комната представляет нам механизмы. Все эти механизмы нам нужны. Ну, не сказал бы, что здесь, но здесь я поставил самые важные, которые вам нужны будут. Почти все. Также все эти механизмы могут использовать улучшения. Всего улучшений 4. Это энергохранитель, трансформатор, ускоритель, а также сверхпроводник. А, например, электрическая плавильная печь. Данная печь, она соединяет два слитка воедино и получает один слиток. То есть вы можете просто зайти сюда, посмотреть. Сборочная машина, например, из двух предметов один представляет. Это тоже слитки по-своему соединения. В общем, все они нужны. Также скачивайте мод.
Вот вам, например, консервируемая машина. Смотрите вот так вот и видите, вот для чего она нужна. Прокатный станок используется для крафтов. То есть вы заходите, крафтите что-то именно здесь. То есть определенный предмет крафтится именно здесь. Далее идет, например, изготовитель материи. Помните вот эту материю? Данная материя делается очень просто. Заходите в переработчик. Берете, например, там, не знаю, уголь. Возьмем ускорители. Ставим сюда ускорители. Да, запитываться нечем, но сейчас я возьму вот это вот. Все, оно сразу запиталось. И вот сюда вот, например, ставим уголь. Данное сырье мы просто вот, например, ну, допустим, мы получили его. Давайте я возьму получше солнечную панель. Именно творческую. Запитываем все. Теперь, когда мы все это вот сюда ставим, мы получаем материю. Данная материя может сделать много чего, ну, как по мне, полезного. Ну, почти полезного. Далее тут промышленные механизмы. Вот такие механизмы, вот видите, они должны быть с мультиблоком. То есть давайте возьмем, например, поставим вот сюда и видите вот этот мультиблок. Есть 3 уровня обшивки. Есть 3 уровня обшивки. Данная это промышленная, улучшенная и стандартная. Стандартная она, ну, такая самая первая, стандартная. Улучшенная требуется в других блоках, а промышленная тоже в других. Например, есть доминая печь, может использовать стандартный уровень обшивки, но если вы прокачиваете, например, до максимального, со стандартной обшивкой используется перегрев 1083. А, например, с промышленной, оно идет до максимума. Вот она вот для чего используется. Она вам пригодится по-любому в этом моде. Далее идут зарядники и МССУ. МССУ заряжает просто броню, которую мы перейдем позже, а также зарядник заряжает, ну, что-нибудь другое там. Зарядник сохраняет 40 миллионов Е, а этот 100 миллионов. Далее есть еще промышленный загрузчик чанк. Все очень просто. Выбираете радиус, как-то его ставите, настраиваете. Все, оно теперь загружает. Далее идет броня. Помните вот эти всякие руды? Так вот, из некоторых их можно сделать броню. А также инструменты. Вот бронзовая, рубиновая, сапфировая, хризолитовая. Ну а у этих двух броней нету инструментов. Защищают они, в принципе, по-нормальному. Вот, например, вот этот защищает 6, потом твердость брони, сопротивление. Все они по-своему нужны. Например, это стальной слиток. Хорошая броня, в принципе, для начального уровня пригодится. Если у вас нету назаритовой брони. А алмазы, они редкие, поэтому это хорошая такая замена. По инструментам, конечно, да, она не лучше железных. Ну и последняя комната, это у нас уже относится полностью к электронике. Здесь уже все самое лучшее, что только есть в этом моде. Но оно и самое дорогое. Например, идут инструменты. Это обычный бур, там железная цепная пила, железный отбойный молоток, электрокранник. Вы используете его для только вот этого. То есть вы все запитываете, например, вот видите вот этот зарядник. Сюда кладете, запитывается и все, и идете дальше. Далее идут просто прокачка этих уровней. То есть вот уже продвинутый, продвинутый и продвинутый. Ну, краник он не продвигается. Улучшается просто-навсего емкость, а также скорость. Ну и урон по-своему. Ну, идет, конечно же, промышленный. Промышленный самый лучший. У них 1 миллион Е энергии сохраняется. Ну и все, в принципе. Например, давайте проверим скорость. Вот, давайте перейдем в режим выживания. И вот, например, вот, все, мы добыли. Также их можно, кажется, зачаровывать, так что очень хороший инструмент. Ну и такие мощные вещи, это наносабля, мультиинструмент и устройство маскировки. Устройство маскировки просто оно вас маскирует, все будет, типа, вас нету больше, оно надевается на нагрудник. Наносабля это как просто урон, вот оно активно. На Shift и зажать вот так вот оно не активно. То есть Shift зажимайте и правой кнопкой мыши оно не активно, а так оно активно. Наносит оно 21 урон. Не активно, оно не наносит вообще никакой урон. В принципе, 21 урона это очень хорошо. Делается оно, в принципе, ну не так уж и сложно. Это все крайне легко делается. Тут главная проблема в энергии, а так очень хорошая наносабля. Мультиинструмент он просто все добывает, типа как топором, как лопатой, как киркой. В общем, всеми инструментами сразу. Так что тоже, по сути, свои очень хороший инструмент. Делается тоже вообще легко. Ну и последний это квантовая броня. Квантовая броня, пожалуй, самая лучшая, получше, чем эти ваши ранцы всякие. Она хранит в себе 40 миллионов Е. Броня у нее просто космическая. Мы ее надеваем. И вот такой вот мы быстрый, да. Прыжок как банни-хоп. А также здесь есть мультипрыжок или даже полет. То есть вот вы, например, прыгаете. Видите, я вверх так взлетаю. Или уже просто как летать. Урона мы тоже не получаем. Но это очень классная броня. И делается она, в принципе, ну, не сказать, что легко. Но самая сложность в нее то, что заряжать долго. Потому что 40 миллионов, ну, они же не с неба падают. Но квантовую броню вы делаете. Точнее, квантовые солнечные панели вы делаете и получаете энергию. Все. С данного мода, в принципе, все. Больше объяснить здесь нечего. Да, вы можете скачать мод и также смотреть. Вот, есть декор, есть другие какие-то механизмы, которые вам, возможно, пригодятся для крафта каких-нибудь предметов. Но я рассказал вам основные вещи, основные механизмы, которые вам нужны, и, в принципе, все. С
С вами был Едис Вечер. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем удачи, всем пока. Пока-пока.